Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня приготовим пирожки с яблоками на основе забытого теста на кефире. Но обо всем по порядку, давайте скорее начнем. 300 мл теплого кефира жирностью 2,5%, чайная ложка сахара, это 5 граммов, и 10 граммов сухих дрожжей. Перемешиваем с добавлением 4 столовых ложек муки из общего количества. Проверьте свою подписку на наш канал, нажмите на колокольчик, выбирая все уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Тут же оставляем на 15-20 минут, чтобы дрожжи сработали. За это время дрожжи начнут действовать. Опару перемешиваем. Добавляем 45 граммов сахара, 9 граммов соли и 2 куриных яйца. Взбалтываем до разбивания яичных белков. Подсыпаем затем еще муку. Когда тесто становится гуще, вливаем 50 мл растительного масла и снова мука. Вымесим тесто тщательно до гладкой структуры. Удобнее сначала делать это в миске, ну а потом руками на рабочей поверхности. Всего мне понадобилось 600 граммов муки для этого теста. Оно держит форму, но при этом слегка прилипает, мягкое. Смазываем тесто остатками растительного масла, собираем в шар. Сначала накрываем пленкой или пакетом, и затем крышкой или тарелкой. Забываем про кефирное тесто на 12 часов. Ставим его в холодильник. Отсюда и название. Для начинки нам понадобится 500 граммов яблок, уже очищенных от кожицы и семян. Нарезаем яблоки кубиками и выкладываем на сухую сковороду. Яблоки начнут прогреваться и пускать сок. Когда его почти не станет, можно добавлять 50 граммов сливочного масла и сахар по вкусу. У меня здесь 50 граммов. Яблоки достаточно сладкие. Готовим яблоки, периодически помешивая до того момента, пока они не наберут сливочный вкус и вся лишняя влага испарится. Готово. Даем начинке остыть до теплого состояния. А вот как выглядит забытое тесто на кефире спустя ночь в холодильнике. Тесто достаем, хорошо обминаем, оно холодное. Снова покладем в миску и даем минут 20-30 согреться. За это время оно сильно не поднимется, слегка только. Но уже его обминать не нужно. В середине делаем отверстие. Далее жгут, разрывая пополам. Следом на кусочки, чтобы получилось 15 штук. Из кусочков теста делаем ровные округлые шарики. Обязательно накрываем еще на 15 минут, чтобы тесто не стягивалось. И можно лепить пирожки. Раскатываем тонко, в овал. У основания кладем теплую яблочную начинку. Свободно ее оборачиваем, прячем, залепляя тесто вокруг.
И, кстати, при раскатке можно даже тесто под начинкой оставить толще, чем то, которое будет заворачиваться вокруг. Подворачиваем края, заворачивая конвертом. Ну а стык залепим хорошо. Повторю, нужно все делать легко, не тянуть тесто через силу. Свободно сворачивать, чтобы пирожки не порвались при выпечке. Начинки тоже не нужно много. Пирожки раскладываем швом вниз, размещая на противень на расстоянии друг от друга. Накрываем на 15 минут и разогреваем духовку. Чайную ложку сахара и пока только столовую ложку муки смешиваем с мягким сливочным маслом в количестве 20 граммов. Хорошо перемешали. Далее подсыпаю еще муку, сколько потребуется. Доводим содержимое до образования крошки. Заранее также смешиваем отдельно яичный желток и чайную ложку молока. Пирожки отлично поднялись за 15 минут. Смазываем их полностью смесью из желтка и молока. Посыпаем щедро крошкой сверху. Выпекаем пирожки на кефире с яблоками при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. И у нас все готово. Пышные, румяные, аппетитные. Красота-то и только. По традиции пирожки остужаем на решетке, чтобы не мокли снизу. Хотя уже не терпится их попробовать. Пирожки получились вкусные. Забытое тесто на кефире мягкое, воздушное и даже нежное. Отлично сочетается с начинкой из яблок со сливочным вкусом. Готовьте и вы с удовольствием. Удачной вам выпечки. Пока!